Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Что будет в новой серии сериала «Елы Чапкини»? Стал ли известен отец ребенка Пелин? Кончится ли любовь Сейрана и Ферита? Почему Сердер вернулся в сериал? И какие шокирующие детали были упущены из виду в последнем эпизоде? Во-первых, и, наконец, детали, которых мы ждали в сериале, сбываются одна за другой. Персонаж Сердер, возвращение которого с нетерпением ждали в сериале, вернулся. Так почему же Сердер вернулся в сериал? Если помните, после возвращения Пелин в сериал она объявила, что беременна от Ферита. С тех пор в адрес отца ребенка Пелин, особенно Сердера, было высказано множество обвинений. Даже в наших аналитических видеороликах мы много раз обсуждали эти вопросы и говорили о том, кто отец ребенка Пелина. Но с последними событиями Сердер вернулся в сериал. В последней серии у Сердера был короткий роман с Пелин, а затем эти отношения закончились, когда вмешалась Ферит. Фактически, по этой причине у Сердера возникли проблемы с Феритом, и с вмешательством Халиса Агайта проблемы были решены до того, как они стали еще больше. Теперь Сердер внезапно вернулся в сериал. Конечно, цель возвращения Сердера состоит не в том, чтобы снова иметь дело с Феритом. Сердер вернулся в сериал только для того, чтобы быть с Пелин и изменить детали сериала. Итак, отцом долгожданного ребенка Пелин является Сердер. Обычно в наших предыдущих видеороликах мы заявляли, что по ходу сценария очень велика вероятность того, что отцом ребенка Пелина является Кая. Потому что у Каи был связь с Пелин, когда он жил в Лондоне, и в сериале мы даже слышали это из уст Каи. Итак, наиболее логичной возможностью в этой части было то, что Кая был отцом ребенка Пелин, и сценарий развивался в этом направлении. Однако из-за потери рейтингов в последних сериях и нелюбви сценария в сериале этот сценарий изменился. Теперь в этих краях стало известно, что прошлое Кая было не с Пелином, а с Перилом. С одной стороны, отсутствие близких отношений Пелин с Каей определенно идет сериалу на пользу. Потому что, если бы у Пелин были отношения с Каей, сериал вращался бы только между семьей и родственниками. Поэтому было понятно, что такая ситуация снизит развитие и рейтинг сериала. Мы также привыкли, что сценаристы меняют свои сценарии в зависимости от рейтингов сериала. Поэтому отношения Пелина с Сердером в сериале более интересны, чем отношения Пелина и Каи. Другими словами, ни Кая, ни Ферит не были отцом ребенка Пелин. Согласно последнему изменению сценария, отцом ребенка стал Сердер. Другими словами, Пелин забеременела от недолгих отношений с Сердером и скрыла это от Сердера. Тогда она рассказала всем, особенно собственной матери, что отцом ее ребенка был Ферит Кархан. После этого она использовала свою беременность, чтобы разорвать отношения между Феритом и Сейраном, и поселилась в особняке. Но пока все шло по плану Пелина, произошло два неожиданных события. Первое из них была проблема с Ачиди. В этот момент Гульгун не поняла, что пришедшая к ней в дом горничная была Сачиди. Но, конечно, Сачиди не приходила в дом Гульгун убираться. Сачиди уже получила желаемые деньги, но Сачиди не уйдет из сериала, не приняв окончательного решения. Потому что Сачиди раскроет факты и попрощается с сериалом. При этом Сачиди должна покинуть сериал в течение нескольких недель. Потому что, согласно новостям, актриса, играющая роль Сачиди, сейчас снимается в новом сериале. Так что теперь у Сачиди осталось всего несколько серий. В этом последнем эпизоде Сачиди приходит в дом Гульгуна и рассказывает истинное лицо Пелина сначала Гульгуну, а затем Сейрану. Фактически, Гульгун первым узнает правду о Пелин. Таким образом, ложь Пелина будет раскрыта. Итак, после того, как Сачиди рассказала всем эти факты, сериал ей больше не понадобится. Теперь мы подходим ко второй и самой большой лжи Пелин. То есть Пелин скрыла от всех, что настоящим отцом ребенка был Сёртер, настаивая на том, что ребенок принадлежал Фериту. Как мы уже упоминали выше, когда все идет так, как хочет Пелин, эти два события,
которые она не планировала, разрушат все ее планы. Учитывая проблему с Ачиди, с одной стороны, и инцидент с Сердером, с другой, работа Пелина на этот раз будет завершена. Сердер хочет стать отцом своего ребенка после его прибытия. После нескольких сцен правда раскрывается. Но когда Ферит узнает об этом, он сначала не верит, но с помощью тестов поймет, что ребенок не его. Затем, прежде чем Ферит успевает оправиться от шока, вызванного ребенком, взрывается вторая бомба, и на этот раз Ферит ненавидит Пелин. Ферит будет опустошен, когда узнает, что Пелин является причиной пыток, которым он подвергался все это время. Но человеком, который вернет Ферита в чувство, будет Сейран. Конечно, мы не должны забывать Невру. Есть еще Невра, которая поддерживает Ферита. Но хотя в последней сцене Невра дала Фериту деньги, чтобы она излечила его боль, мы до сих пор не знаем, кто такая Невра и какова ее настоящая цель. Из-за этого, хотя Невра поддерживает Ферита, когда он в депрессии, Сейран также стремится быть рядом с Феритом. Хоть Сейран и хочет отомстить Карханам, она будет рядом с Феритом в его отчаянный момент. После этой части любовь Сейрана и Ферита возродится. После того, как инцидент с Пелин подходит к концу, любовь между Сейраном и Феритом становится сильнее, чем раньше. Конец деяния Пелина заканчивается событиями с Ачиди и Сёртера, и Пелин первым изгоняется из особняка. После этого жизнь Пелин разрушена, и я не думаю, что она с этим справится. Вот мое предположение по этому поводу. После того, как все проблемы будут решены, после того, как Ферит и Сейран будут счастливо жить вместе, возможно, Пелин примет Сердера. Или Пелин продолжит упорствовать и доводить себя до смерти, потеряв Ферита. Или в этом эпизоде Пелин может потерять ребенка из-за боли потери Ферита, а затем покончить жизнь самоубийством. Короче говоря, я думаю, либо Пелин, либо ее ребенок умрут, и тогда вопрос Пелин будет закрыт навсегда. Итак, как вы думаете, Пелин или ее ребенок могут умереть? Пожалуйста, не забудьте написать свои мысли по этому поводу в разделе комментариев.